Доброго времени суток! Сейчас я расскажу вам о стиральных машинках фронтального типа загрузки и вертикального. Фронтальная — это та, у которой люк для загрузки белья вот спереди, фронт, лицо. Вертикальная — та, которая по вертикали сверху, крышка открывается наверх. Фронтальная стиральная машина в принципе сейчас самая распространенная. И она самая удобная, по сути, для ремонта, для мастера. Там более-менее уже все унифицировано, и это хорошо. Она более удобна для диагностики. Там видно все, что происходит. Можно пощупать. Температуру, например. Можно пощупать. Самослив видно. Видно, как вращается барабан, с какой скоростью, в какие моменты программы. То есть диагностику сделать легче и починить ее тоже проще. Работают они относительно друг друга одинаково. Тот, кто считает, что вертикальная машинка работает более надежно, тот не прав. По логике вещей у нее барабаны вертикальные крепятся в двух точках и два подшипника. И она должна быть надежней. На практике это не имеет никакого значения, потому что ломаются подшипники одинаково. У вертикальной машины компоновка другая. У нее подшипнички, кстати, у них у всех маленькие, их два варианта. Либо 203, либо 204. Все. У нее компоновка такая, что доступ бывает к клапанам, доступ к прессостату очень затруднен. Затруднен доступ к замку УБЛ. Часто мастера вообще не меняют эти замки. Они просто перемыкают провода напрямую. То есть модуль думает, что замок всегда закрыт. И все. У фронтальной машинки так сделать можно не всегда, потому что люк будет открываться. А вертикально, в принципе, можно. В основном же, в общем и целом, доступ к двигателю, к тену, к помпе у них нормальный. Все это снимается, делается, меняется хорошо. Модуля у них стандартные модули управления, особо ничем не отличаются от других машин. Лично для меня больше всего я считаю, что фронтальный тип загрузки, он лучше, чем вертикальный. Створки вот эти вот, они иногда открываются, либо человек сам не дозакрывает их. Они открываются и внутри уже снизу цепляются за тем. Это проблема, которая в принципе не может быть у фронтальной загрузки. Но это мелочи, потому что именно фронтальная загрузка, она более, скажем так, универсальная, она действительно проще. Вертикальная, она более сложная в компоновке. Они востребованы за счет того, что их можно всунуть куда-то в более узкое место. Вот. А так я бы их не стал покупать в принципе. Вообще любые. Дальше. По загрузке. Фронтальная стиральная машина может быть узенькой, может быть широкой. Да? Вертикалки же у них стандартная высота, ширина, длина. И вот бывает в магазине, я хожу иногда, смотрю, вот стоит ряд вертикальных стиральных машин. И циферки загрузки барабанов. Циферки загрузки белья в барабан. 4, 5 килограмм, 6 килограмм. Но сами стиральные машины абсолютно одинаковые. Чем они отличаются? Правильно. Вот палочки вот эти, они под разными углами, разные палочки, там колечечки, и получаются разные циферки. То есть они ничем не отличаются. У них стандартная, есть у кого-то чуть шире, чуть больше, но по сути у них очень одинаковый объем барабана. И загрузка у них не отличается друг от друга ничем. Фронтальные же машинки есть и 10 килограмм, когда прям реально она здоровая, правильно? У вертикальных машинок такого нет. Но зато туда можно впихнуть тоже, что попало. Это можно в любую машинку впихнуть, что попало. В общем, в ряде случаев машинка вертикального типа более дорога в ремонте за счет компоновки. В ряде случаев. В половине случаев она точно так же ремонтируется за ту же самую цену, как и фронтальная. Единственное, что она менее удобна для диагностики. Фронтальная машина, она более удобна. И мне лично она нравится больше. Еще фронтальные машины подешевле есть. А вертикалки, они всегда дороже,
фронталах, она всегда чуть дороже в цене будет. А по сути так все то же самое. У них те же компоненты, они также работают, также чинятся. Все как у всех.